Всем привет! У нас на канале есть много обзоров про бренд S&W, а сегодня будет представлена дальномер серии TG. В комплект поставки входит отличная сумка для хранения и переноски, светоотражающая панель, руководство пользователя на английском языке, прибор смотрится отлично, высокое качество материалов и отличное качество изготовления. Мощность лазерного излучателя 1 мВт и длина волны 635 нанометров. Отсек для элементов питания вмещает две батарейки стандарта 3А, уровень 2 колбы на 2 плоскости. Для проведения замеров нужно нажимать кнопку Read. Спектр излучения луча красного цвета. И еще одно нажатие производит замер. Чтобы стереть показания измерения, нужно нажимать кнопку Clear. При удержании кнопки Read начинает непрерывное измерение. Кнопки сложения и вычитания. Тут все довольно просто. Нужно только производить замеры, прибор автоматически все вычисляет. Кнопка с изображением динамика позволяет включать или отключать звуковой отклик нажатия кнопок. С этой кнопкой можно сохранять замеры, для каждого из которых предусмотрена своя ячейка памяти. В этой функциональной кнопке сперва есть возможность измерения площади прямоугольника, измеряя длину и ширину, получаем площадь в метрах квадратных. Этот способ позволяет получить объем в кубических метрах. Для этого также производим замеры ширины, длины и высоты. Мигает гипотенуза, диагональ. Прибор подсказывает, какую последовательность выполнять замеров. Измеряем гипотенузу, второй катет и получаем значение неизвестного катета. Еще одна функция измерения отрезков треугольника. В этой форме сперва измеряем значение двух катетов, и прибор автоматически вычисляет длину гипотенузы. В разностороннем треугольнике также прибор подсказывает последовательность замеров. В результате получаем значение измерения вот этого короткого отрезка. Еще одна форма треугольника. Здесь также идет последовательность замеров. В итоге получаем значение измерения длины вот этого отрезка.
И еще одна кнопка «Выбор опорной точки измерения». В данном режиме измерения происходят от передней части до объекта измерения. В втором режиме в длину измерения закладывается и длина самого прибора. Стабильно высокое качество измерения, отличная повторяемость. Еще такой момент, посмотрим, на каком напряжении прибор будет работать. 2 вольт прибор не включается. Странно, но почему-то и в 3,4 вольта тоже не удалось включить. А вот в 3,5 вольт прибор уже нормально функционирует. Потребление тока прибором 17 мА. С включенной подсветкой почти 30. Еще такой эксперимент, потребляет ли прибор ток в выключенном состоянии. Смотрим показания все нули. Все нули, в том числе и в режиме микроамперов. Это очень хороший результат. В общем, получился отличный компактный прибор, даже в сравнении с старшими моделями данного бренда. Остались вопросы, пишите, поддержите развитие канала подпиской. Всем спасибо за просмотр.